Здравствуйте. Спасибо большое. Начало октября – время, когда мы традиционно чествуем преподавателей, педагогов, наставников. И наша встреча проходит в преддверии Дня Учителя. А накануне, 2 октября, в стране отмечался День работника среднего профессионального образования. И, конечно, прежде всего хочу поздравить всех, для кого дороги и значимы эти праздники. А это и сами педагоги, и ученики, их семьи, родители, бабушки, дедушки. Все, кто с теплотой и любовью вспоминает своих учителей. То есть, по сути, вся страна. Эти профессиональные праздники близки не только по датам. Разные уровни образования при всех понятных отличиях являются частью единого образовательного пространства. И наша общая задача, которая в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети», чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям динамики 21 века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом. Чтобы школьники, студенты колледжей, техникумов, вузов получали востребованные знания и навыки, приобщались к ценностям, которые объединяют наше общество, а значит, могли бы состояться в профессии, уверенно чувствовать себя в жизни, работать на благо страны и ее граждан. Важнейшая роль здесь принадлежит, конечно же, вам и вашим коллегам, педагогам. И рад сегодня приветствовать ярких, талантливых, увлеченных своим делом преподавателей, воспитателей и наставников. Поздравить вас с тем высоким признанием, которое вы получили на конкурсах профессионального мастерства. Ваши идеи, наработки, стиль преподавания ценят коллеги. Это самое главное, это самая большая оценка. Это очень важно для и вас, и для тех людей, с которыми вы работаете, для молодых людей, для подростков. Ведь обучение, образование, воспитание – это всегда сотворчество учителя и ученика. И такие сильные новаторские методики, как ваши, конечно, должны получать широкое распространение в педагогическом сообществе. Вы активно, я знаю об этом, уже мы встречаемся регулярно, не первый год, активно обмениваетесь опытом с коллегами, в том числе в ходе профессиональных конкурсов. Рассчитываю, что эта работа при поддержке Министерства просвещения и региональных органов власти будет и дальше развиваться на системной основе, как и в целом механизмы повышения квалификации педагогов. Знаю, что со стороны учителей в этом плане есть запрос на более тесное взаимодействие с крупными научными и образовательными организациями, предприятиями. Действительно, прямое участие с ведущими учеными, инженерами, представителями других специальностей обогащает багаж знаний учителя, помогает точнее расставить акценты в преподавании. Попрошу правительство подумать, как лучше выстроить такое взаимодействие. И отдельно хочу обратиться к вашим коллегам из Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей. В очень непростых обстоятельствах вы делаете все для того, чтобы дети могли учиться. Демонстрируете исключительную верность профессиональному долгу и настоящее мужество. Хочу поблагодарить вас за вашу позицию. Повторю, образовательное пространство на всей территории нашей страны едино. И необходимо, чтобы оно отвечало самым высоким стандартам повсеместно, во всех регионах. Это касается и инфраструктуры, то есть строительства новых зданий, образовательных учреждений, реконструкции и ремонта действующих, и содержания, конечно, образовательных программ, качество преподавания и условия для профессионального роста, развития педагогов, конечно. Думаю, вы знаете, видите в своей работе, многое уже сделано. Но надеюсь, что вы это замечаете, но многое, безусловно, и предстоит сделать. Уверен, что у вас, как у людей неравнодушных, деятельных, есть и свои идеи, предложения, которыми вы готовы поделиться. И хочу еще раз поздравить вас с праздником, заслуженными высокими результатами
в профессиональных конкурсах. Давайте перейдем к нашей работе, как раз и поделимся теми соображениями, которые на этот счет у вас есть. Пожалуйста, кто начнет? Здесь тут подготовлено же. Так, Румбов Екатерина Владимировна, да? Да. Пожалуйста, прошу вас. Добрый день, Владимир Владимирович. Мы все прекрасно знаем, мы видим, что в нашу жизнь очень плотно вошла цифровизация, причем на всех уровнях, от бытового до уровня государственного управления. И это неплохо. Но нас, учителей-словесников, очень тревожит, что такое большое количество цифры в жизни наших учеников приводит к значительному снижению уровня их речевой культуры. А ведь речь — это не только инструмент интеллектуального развития. Если мы говорим о речи как о культуре, то это одна из важнейших основ сохранения национальной идентичности. И именно об этом, мне кажется, размышляла Анна Андреевна Ахматова, когда в годы Великой Отечественной войны писала: «Но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Владимир Владимирович, на своих уроках мы с коллегами-словесниками делаем все возможное, чтобы повысить уровень речевой культуры наших учеников, подрастающего поколения. А какие меры можно предпринять на государственном уровне для повышения речевой культуры всего общества? Спасибо. Ну, вы знаете, Екатерина Владимировна, вы подскажите нам, какие вы считаете нужно предпринять дополнительные меры для того, чтобы речевая культура у нас была на самом высоком уровне. Здесь целый комплекс, видимо, нужно предложить мероприятий. Садитесь, ради бога. Вы сказали, что это не только признак, хорошая речь не только признак общего интеллектуального развития, но это все-таки признак. Это один из серьезных, существенных признаков интеллектуального развития человека. И, конечно, это и тоже связано с национальной идентичностью, но как же, это же родной язык, разумеется, связано с национальной идентичностью. Нет ничего более яркого, нет более яркого признака национальной идентичности, как владение своим родным языком. Здесь целый комплекс должен быть. Это нужно прививать навыки и любовь к чтению, да? Обсуждать эту литературу. Ну, конечно, пальчиком так нажимать кнопочки — это тоже важно. Это чрезвычайно важно в современном мире, да, чтобы быть успешными, чтобы страна была успешной. Надо владеть этими цифровыми методами, так сказать, получения знаний, обмена знаниями и достижения успеха в профессии. Но речевая культура чрезвычайно важна. Ну, давайте вместе подумаем, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы и книга была в руках у молодого человека, чтобы любовь была к книге, чтобы они пользовались не только интернетом. Ну, ясно, что мы постоянно же об этом говорим, что вот все, книга, газета, я не знаю, все что угодно, бумага, это только носитель, так же, как и какой-то гаджет, там, это только носитель, важен контент, это все понятно, но все-таки одно дело рассказ о музыке, а другое дело умение слушать музыку и воспринимать ее. Да? Одно дело рассказ про, не знаю, о картинах там Поленова или Левитана, да? А другое дело уметь созерцать, чувствовать, понимать, что хотел сказать художник. То же самое и с литературой. Конечно, буквы все должны знать, нужно почувствовать вкус книги, вкус к тому, чтобы держать в руках, вчитываться в не просто информацию получать, а вчитываться в те интонации, в то, что чувствует писатель. Вот эти чувства трудно все-таки из гаджетов улавливать. А это важно. Это важно, уметь чувствовать. Поэтому это целый комплекс должен быть. Вот министр образования
Вчера мы с ним встречались на одной из площадок. Мы так в общих, министр просвещения, мы вчера тоже так в общем затрагивали эту тему. Подумайте, пожалуйста. Государство старается и немало сделано уже в этом направлении. Но сделать, конечно, нужно еще и больше, имея в виду те тенденции развития в области образования, которые сейчас и у нас в стране развиваются, и во всем мире заметно и очевидно. Мы должны считаться, конечно, с теми условиями, в которых мы живем, с этими гаджетами, с интернетом. А как с этим не считаться? Никуда от этого не деться. Но вещи фундаментального, принципиального характера, конечно, не должны ускользать от нашего внимания. Здесь я полностью согласен. Давайте вместе подумаем, что нужно сделать дополнительно. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Я Резник Елена Николаевна, учитель начальных классов, гимназия номер 18, город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровской области. Вот я как раз в продолжении разговора коллеги хотела бы рассказать, поделиться опытом. У нас в школе, в гимназии работает читательский клуб, существует, который объединяет не только любителей книг, но и тех, кто стремится расширять горизонты своих познаний. Это не только творческие встречи единомышленников, но и поэтические вечера, встречи с местными поэтами, которые делятся опытом, вдохновением, вечера семейного чтения, когда собираются не только дети, но и взрослые, которые учатся разговаривать о книгах, читать одни и те же книги. Активисты клуба вместе с даже городской библиотекой в сотрудничестве готовят мероприятия и выходят с ними в классы. Ведь важно, чтобы наши дети были начитаны и владели культурой речи. Поэтому вот мне в предложении хотелось бы обратить особое внимание на обновление школьных библиотек, как вот таких пространств, которых как раз и в общем-то и формируется, да, культура общения и детей и взрослых. Спасибо. Ну, очень правильно, я с вами полностью согласен, Елена Николаевна. Вот иногда говорят, кто ясно мыслит, тот ясно говорит, ясно излагает свою мысль. Ну, это отчасти только правильно, но, конечно, правильно, но отчасти. Можно и не вылезать из компьютера и в области, в своей специальной области прекрасно мыслить, но не иметь возможности донести этой мысли до других людей. Такое тоже бывает. Но библиотеки в этом смысле, конечно, они должны быть современными, кстати говоря, хорошо оборудованными, но они должны быть площадкой для общения. Это точно, это точно. Это такой клуб должен быть. Там нужно создавать условия для общения. У нас в вновь строящихся школах, а мы построили их уже, по-моему, 1400 школ, еще 400 с лишним должны построить до конца года. У нас не только предусмотрено, это строится. И там библиотеки должны играть, после того, как строительство завершено, должны быть наполнены и книгами, и теми специалистами, которые умеют работать с людьми и с книгами. Вот это, конечно, самое главное. Надо поддерживать библиотеки вообще по стране, и школьные библиотеки тем более. Обязательно будем это делать. В том числе, кстати говоря, я попросил бы министерство тоже обращать на это внимание и при ремонтах школ. 4000 у нас с лишним школ уже отремонтированы, еще предстоит отремонтировать. Я бывал в таких школах, которые отремонтированы. Но, мне кажется, стандарт очень хороший выбран. Во всяком случае, там, где я был, ясно, что мне стараются показать то, что получше, но все-таки после ремонтов эти школы выглядят совсем по-другому, ну просто совсем. Вот. И там, конечно, тоже нужно, если уж не было, то надо это делать. Я прошу министра обратить на это внимание. Но самое главное, нужно уделить внимание библиотекарям, конечно. Это очень скромные люди, и уровни доходов у них скромные, а выполняют они очень важную работу, ну, чрезвычайно важно. Обновлять нужно библиотеки. Ну, вот мы
посмотрели, что на наших так называемых новых территориях, там ЛНР, ДНР, в Новороссии, Херсонской области. Ну, я не знаю, наверное, в зале тоже здесь вот есть коллеги из этих регионов. Там беда просто, насколько я себе представляю. Внимания не уделяли никогда это прежней власти, а мы должны, потому что это, безусловно, очень важная часть и воспитательного процесса, особенно если речь идет о молодых людях, и очень важная часть получения нужных, в том числе и дополнительных знаний по тем направлениям, которые человек выбирает для себя как основные и ориентируется для того, чтобы выбрать будущую профессию. Это чрезвычайно очень важно для школ. Полностью с вами согласен. Еще раз прошу министра обратить на это внимание. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Воронцова Надежда Сергеевна, город Вологда, воспитатель детского сада 84. Владимир Владимирович, моя дочь учится в 7 классе общеобразовательной школы. И от нее я узнаю очень многое о школьной жизни, а в том числе и о таком предмете, как разговор о важном. И с ее слов, и со слов учителей, и от их впечатлений, и от своих, познакомившись с этой программой, я понимаю, насколько она важна для детей. Это действительно на данный момент, в последнее время, одна из самых важных, значимых и любимых нашими детьми такое вот направление. Но ведь, однако, согласитесь, что воспитание будущего будущего гражданина нашей страны начинается значительно раньше. В дошкольном возрасте мы уже знакомим детей с базовыми ценностями. В 5 лет ребенок уже способен понимать, как любить Родину, как и многое другое способен понимать. И вот наше такое предложение – распространить проект разговора о важном и на дошкольные учреждения для детей с 5 лет. Ведь это уже будет в том числе и подготовка к школе, так сказать, ступень, как сейчас модно говорить, бесшовный переход. Как вы смотрите на такое предложение? Да, Надежда Сергеевна, конечно, вот то, что в школах пошло у нас, и флаг, и гимн, и разговор о важном, это дополняет, разумеется, общественно значимые предметы, история, обществоведение там, и так далее. И это очень своевременно мы сделали и имеет хороший результат. Потому что если мы молодого человека не ориентируем как в пространстве, и не ориентируем его в бесконечном потоке информации, самому молодому человеку очень трудно сориентироваться, очень трудно. Вот, к сожалению, у нас, мы много об этом раньше говорили, сейчас выстраивается эта работа. Когда в школьных учебниках говорили о чем угодно про времена Второй мировой войны, только не упоминали там почти о Сталинградской битве, это странно, понимаете, просто невероятно. У нас 27 миллионов человек сейчас, по последним данным, страна потеряла в ходе Второй мировой войны, в ходе Великой Отечественной войны. Такие страны, как Великобритания, где-то 350 или 400 тысяч потеряли, понимаете? Весь вермахт был сосредоточен на Восточном фронте, фактически 80%. Да? А про Сталинградскую битву почему-то в наших учебниках упоминали вскользь. Конечно, вот такая ориентация, в информационном пространстве, это к чему приводит? И, разумеется, мы, если будем так родства непомнящими,
Фомы родства не помнящего. Там и будущего не будет никогда. Это совершенно... У меня такое впечатление, что специально кто-то это так пытался воспитывать наше новое подрастающее поколение. Вот. И разговор о важном – это серьезное такое начало большой работы. Здесь важно не перегибать только ничего. Понимаете? Ничего нельзя перегибать. Все должно быть в меру. И первое. Второе, все должно быть искренне, объективно, доходчиво. У нас есть такое выражение, такие выражения, вот как вы говорили, я пометил, вот, впитал с молоком матери, или вот это усвоил с молодых ногтей. Это все говорит о том, что в самом раннем возрасте, конечно, определенные базовые вещи мы ребенку должны закладывать. Но все, повторяю, должно быть в рамках разумного. Конечно, здесь нужно говорить со специалистами, с детскими психологами. Нужно понимать, что такое ребенок там 3, 4, 5 лет. Кто-то говорит в 5-летнем возрасте: я хочу быть солдатом. Ну, знаете, берет там автомат игрушечный, играется, да. Кто-то по-другому себя ведет. Но это же дети, понимаете, у них есть определенный уровень развития. И надо с детьми работать, исходя из этого уровня развития. Это все, это тонкие вещи. И, безусловно, вы знаете, вот я борьбой всю жизнь занимался, да, и у нас говорили так: чем младше ребенок, спортсмен будущий, тем более опытный тренер должен с ним работать. Вот это так и есть. Это такая тонкая вещь. У вас у многих свои детки есть, поэтому вы же знаете, как себя, маленькие, как себя ведут. Вот надо все сопоставлять с уровнем их развития. И все должно быть подчинено интересам ребенка. Но вот то, что я сказал о том, что вот эти не случайно у нас в народе возникли вот эти вот устойчивые обороты, как, значит, впитал в себя что-то с молоком матери, это говорит о том, что базовые ценности, базовые вещи аккуратно, доступны для такого возраста. Надо, конечно, доводить аккуратненько до самых маленьких детей, связывая это понятие родины, страны, связывая это с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой, с младшим или старшим. Надо делать это очень аккуратно. Ну, конечно, это правильная, очень нужная работа. Я вас, безусловно, поддерживаю. Спасибо, что вы об этом сказали, Надежда Сергеевна. Добрый день, Владимир Владимирович. Алексей Витальевич Махновецкий, директор первой школы имени Сергея Сергеевича Алексеева, город Екатеринбург. Сегодня достаточно много образовательных инициатив, проектов, фестивалей, форумов для педагогов. Сегодня мы здесь объединены конкурсами «Учитель года», «Первый учитель», «Воспитатель года». И очень много наслышаны про образовательные проекты Центра знаний МАШУК, обучения, советников директоров по воспитанию. Тем не менее, мы, директора, тоже нуждаемся в таком просвещении, и едва ли иногда не больше, чем педагоги. Сейчас у нас есть федеральный конкурс «Директор года», где мы можем это реализовать, но мы все равно хотим оставаться и в курсе государственной повестки, и получать те самые важные компетенции, которые сегодня наиболее востребованы в системе образования. В связи с этим у меня вопрос: возможно ли создание для нас, директоров, некого образовательного проекта, пространства для общения, которое будет предназначено для директоров и их заместителей? Мы очень в этом нуждаемся. Спасибо. Да, ну, конечно, можно и нужно, если тем более вы чувствуете, что этого не хватает, ну, конечно, надо это сделать, я с вами согласен. Но директор, человек, который, за ним весь коллектив, он определяет всю жизнь школы, от того, как он это делает, во многом зависит морально-нравственная обстановка в коллективе.
в учительском, преподавательском, педагогическом коллективе. А она, безусловно, передается дальше детям. Это 100%. Поэтому здесь нужно повышать и совершенствовать управленческие навыки, навыки общения с людьми, навыки управления коллективом. Ну, конечно, это нужно делать. Если этого не хватает, вот министр нас слышит, он вместе с вами там сидит, я вас прошу обратить на это внимание. Вот. И чем больше коллектив, чем больше ответственность, тем, конечно, у людей должно быть больше возможностей совершенствовать свои профессиональные навыки и знания, качества. Конечно, я полностью с этим согласен. Я не знаю, вот прямо сходу, с голоса, честно говоря, не могу прямо ответить, кроме подготовки и переподготовки преподавателей. Конечно, и для людей, которые занимаются административной работой, тоже должны быть созданы условия для повышения их профессиональных навыков. Вот, Сергей Сергеевич, что вы думаете по этому поводу? Уважаемый Владимир Владимирович, абсолютно мы согласны. И в следующем году мы запланировали большой форум директоров школ, как раз с коллегами обсудить и повышение квалификации, и работу, потому что действительно очень много нововведений, единое образовательное пространство, воспитание. Конечно, директора здесь должны быть нашими союзниками. Мы и вас обязательно тоже пригласим, коллеги, чтобы вместе обсудить дальнейшее развитие. Спасибо. Как быть нам, султанам, ясность здесь нужна. Сергей Сергеевич, обратите на это внимание. Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Манукова Кристина Сергеевна, и я учитель гимназии номер 3 города Астрахани, в которой, к слову сказать, вы были в гостях в 2007 году. Я горжусь тем, что представляю этот регион, несмотря на то, что сама из Ленинградской области, училась в Санкт-Петербурге, но волей судьбы, выйдя замуж за офицера российской армии, уехала покорять за ним степи наши астраханские. Я 13 лет проработала в сельских школах, была заместителем директора по воспитательной деятельности, и когда узнала о проекте «Навигаторы детства», поняла, что именно в этом проекте я хочу себя раскрывать. Потому что именно этот проект направлен на работу с детьми, быть ближе к детям, подальше от бумаг. Сейчас я работаю в гимназии в городе Астрахань и рада тому, что все больше появляется конкурсов для педагогов, конкурсов, проектов, в которых мы можем себя реализовывать, показывать, делиться опытом, в конце концов получать новые знания. Это конкурсы платформы «Россия – страна возможностей». Это классная тема, за которую я хочу вам сказать огромное спасибо, отдельное спасибо, так как являюсь финалистом классной темы этого года. Таким конкурсом, конечно, надо быть. И знаете, вот у нас в Астрахани в том году стартовал конкурс «Советник года города Астрахани». Я знаю, что в других городах тоже существует такой конкурс, как на региональном уровне, так и на муниципальном уровне, но такого конкурса профессионального мастерства всероссийского масштаба у нас, у советников, пока еще нет. Но поверьте, нам уже есть чем поделиться, есть что показать. Нашу работу в различных детских объединениях. Мы создаем медиацентры, развиваем театральные студии, спортивные клубы. Это и программа «Орлята России». Нам действительно есть что показать. Владимир Владимирович, как вы смотрите на то, чтобы у советников тоже появился такой конкурс или хотя бы появился трек в рамках, например, «Учителя года»? Ну, во-первых, мне очень приятно, что вы отметили классную тему, это шоу, которое действительно в ходе одной из таких встреч в прошлые годы
пришла в голову как идея, да, и очень приятно, что она реализуется, и людям в профессии, в вашей профессии, она приходится по душе. Ну и, мне кажется, очень полезное мероприятие это шоу. Вот. Что касается конкурса для советников, полностью поддерживаю. Ну, полностью. Так же, как и вот, создание какой-то платформы для работы с административным звеном для директоров школ, там, для завучей и так далее. И конкурс для советников по воспитанию. Чрезвычайно важная вещь. Мы ведь не просто так ввели когда-то, ну, обратили внимание на это направление, ввели соответствующие должности советников по воспитанию. Чрезвычайно важная работа. Вот по сути, смотрите, мы почти в каждом вопросе звучит так или иначе эта тема, начиная с дошколят еще, да? Но я не буду сейчас вдаваться в детали, здесь очень подготовленная аудитория, и мы понимаем, что это такое воспитание. Поэтому, разумеется, надо все совершенствовать. Разумеется, надо обмениваться информацией друг с другом. Конечно, нужно получать дополнительные сведения и иметь возможность использовать эффективно имеющуюся и поступающую информацию. В современном мире чрезвычайно важная вещь. Надо постоянно быть на острие возможностей, вот, и уметь пользоваться этим. Поэтому, конечно, полностью поддерживаю. Я думаю, что можно вот в конкурсе «Учитель года» просто отдельную номинацию сделать, и все. Для начала, во всяком случае. А потом посмотреть, как это будет развиваться. Конечно. Сергей Сергеевич, поддерживаете Да, нас? отработаем. Поддерживаете нас, Кристина Сергеевна? Да, поддерживает. Спасибо. Пожалуйста, давайте дальше. Кто-то еще, может быть. Все? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Кондаков Александр Сергеевич, учитель истории и обществознания кадетских казачьих классов Кондратовской школы, Пермский край. Я бы хотел поговорить о взаимодействии семьи и школы. Все учителя и классные руководители, и предметники работают с семьей, и в большей степени с родителями. И вот здесь есть такая проблемка, скажем так. Я когда только-только начинал работать, очень боялся взаимодействия именно с родителями, потому что мало знал о формах, вообще было очень страшно с ними. И каждое испытание, каждая встреча, каждое собрание было таким испытанием. Сейчас, конечно, уже понабрался опыта и не вызывает это таких ощущений, но она остается, эта проблема. Я знаю, что на сегодняшний момент у будущих педагогов уже есть курсы в рамках их обучения именно новым формам, эффективным формам взаимодействия учителей и родителей. Но вот как, если рассмотреть вариант, допустим, каких-то курсов для учителей, которые уже работают в школе, и на этих курсах учителя бы получили ответ на максимально новые, эффективные формы взаимодействия с родителями. Спасибо. Вы знаете, Александр Сергеевич, поскольку вы ставите этот вопрос, значит, он актуален. Значит, он требует того, чтобы на него обратили внимание. Так и нужно сделать. Значит, ведь процесс и воспитания, и образования, он не может быть эффективно организован без сотрудничества между семьей и школой. Помните, еще Высоцкий пел: «Чему нас учат семья и школа?» А почему именно семья и школа? Не случайно, потому что только вместе можно добиться нужного эффекта. Конечно, базовые вещи, они идут из семьи, закладываются в семье. Но и на семью тоже, родители тоже. Специалист, педагог, наставник может и должен влиять. Так же, как и должен получать информацию от того, в какой среде воспитывается ребенок, как он живет, как с ним общаются. А может быть, помочь родителям.
помочь выстроить отношения с ребенком должным и нужным образом, с тем, чтобы добиваться максимального эффекта и в ходе воспитательного процесса, и в ходе получения и освоения необходимых знаний ребенком. Поэтому, конечно, вот вы упомянули об этом, я знаю, перед встречей с вами, скрывать не буду, тоже всякие специальные справочки читаю тому, что у нас происходит вот в этой области. И вот сейчас только прочитал, что у нас в вузах есть уже целый курс на этот счет общения с семьей, с родителями. Очень важное направление работы, очень важное. Поэтому, конечно, если есть курсы переподготовки учителей по предметникам, то это тоже имеет большое значение. Поэтому я вас поддерживаю, и Сергей Сергеевич нас слышит. Давайте так и сделаем. Согласен с вами. Пожалуйста. Кто-то еще? Все? Заканчиваем? Хорошо. Я еще раз хочу вас поздравить с результатами конкурса. Хочу вас вообще поздравить с выбором, который вы сделали для себя в жизни. Вот это самое-то главное, по большому счету. Я уверен, что людей, которые могли бы здесь сидеть в качестве победителей, могло бы и наверняка гораздо больше. Ну, конкурсов у нас не так много, а так по разным специальностям и по разным направлениям деятельности. Конечно, очень много талантливых людей в педагогической среде, в преподавательской среде. Но когда-то вы приняли для себя такое решение стать учителем, педагогом, наставником. Это такой и благородный выбор, так, и очень важный для страны, для общества. Важный, потому что в этот вид деятельности приходят неравнодушные люди, которые выбор свой делают по призванию. Вот это чрезвычайно важная вещь. Если нам нравится то, чем мы занимаемся, мы обязательно будем успешными. И я хочу вам этого пожелать искренне, от всей души. Поздравляю вас с праздником наступающим. Вам всего самого доброго, вам и вашим ученикам, вашим воспитанникам. Поздравляю вас с наступающим Днем Учителя.